Приветствую вас на моем канале, с вами Александр. Взамен поношенной сумки почтальон приобрел мужскую наплечную сумку в официальном магазине War More на AliExpress. Присмотрел для себя такую сумку с расчетом, что в нее поместится папка бумаг формата А4, и поддался соблазну купить ее из-за привлекательной цены и внешнего вида. Магазин предлагает данную сумку только черного цвета, но 3 размеров. Я выбрал самый большой. Сумку я приобрел с учетом кэшбэка от Letyshops за $12 27 центов. Ссылку на этот сервис размещу в описании под видео. Присоединяйтесь, потому что это выгодно. У продавца есть склад в России, поэтому некоторые товары братья-россияне могут заказывать на родине. В моем случае я воспользовался доставкой из Китая. Почтовый пакет долетел менее чем за месяц. С отслеживаемым трек-номером задекларировали в $10. Внутри почтового пакета сумка упакована в целлофановые и тканевые пакеты. Здесь вклеен стикер с иероглифами. С внешней стороны сумка пошита из нейлона. Спереди расположен небольшой карман. Сверху переднего кармана пришита клеенка с софт-тач поверхностью, на которой красуется название фирмы. Внизу металлический шильдик с именем, прикрытый транспортировочной пленкой. Чуть содрал ее. С боков кармана есть складки. С обратной стороны еще один карман, он открытый и застегивается только на одну магнитную кнопку. В нем вложен пакетик дезодоранта с названием «Почти Шанель», выполняющего также функцию инсектицида, чтобы не заводилась плесень и насекомые. Вскрывать его нельзя. Сумка имеет наплечный ремень, который вот так вот сложен здесь. Сверху пластиковая молния с металлическим бегунком. Молния великолепно работает. Так закрывается основное отделение сумки. Внутри вложена открытка из магазина с предложением скидки в 3% при следующей покупке. В качестве потрохов 2 пузыря китайского воздуха. Но во всех сумках, что я приобретал, используется подкладка из полиэстера вот такого коричневого цвета с блеском. На передней стенке небольшой карман для смартфона диагональю дюймов до 6. На задней стенке карман на молнии для хранения, например, документов. Наплечный ремень пришит, он не отстегивается. На нем 2 металлические пряжки. Ремень тканевый, широкий и плотный. Предположу, что в сумку войдет планшет с диагональю до 11 дюймов, не более. Реальные габариты сумки совпадают с заявленными. Высота 26 см. Ширина 22 см и толщина около 7 см. Эти размеры не более чем о приобретенной мной ранее подобной мужской наплечной сумке от Barca Hannibal. Только у нее цена $30 против $12 у War More. За $12 на AliExpress можно купить разве что кошелек. Обе сумки имеют подобное количество отделений, карманов. Разница лишь в том, что при пошиве сумки за $30 использовалась ПУ-кожа, которая за время ношения в местах активного трения лупится и под ней оголяется синтетический материал. Обе сумки в своих магазинах представлены максимального размера. Однако их объема недостаточно для переноса папок с бумагами формата А4. Попробовал укомплектовать все отделы. В задний карман вместился аудиокомпакт-диск в коробке с расчетом, чтобы его можно было застегнуть на магнитную кнопку. В основном отделе поместились экшн-камера, Уголовный кодекс Республики Беларусь, первый DVD в футляре, книжка в тонкой обложке, второй DVD в футляре, ежедневник в плотной обложке, очки в футляре. Здесь же в маленьком кармане смартфон и шариковая ручка. Ну а в кармане за замочком паспорт в обложке. В передний карман влезли узкий бумажник и внешний винчестер в чехле. Вот этот весь набор хранился в данной сумке. Заявлено, что внешняя поверхность из нейлона, влагоотталкивающая. Это так и есть. Вода по ней скатывается.
Но если попадете без зонта под проливной дождь, то вода в нее проникнет через молнии и замочит все содержимое. В положительную сторону данной сумки отмечу то, что пошита она не из искусственной кожи, а более износоустойчивого нейлона. Пошита машинками, швы ровные. Вероятно, поэтому она такая дешевая, всего $12. Выгодная покупка. Боковые грани шиты из 2 слоев нейлона, они плотные, благодаря этому поддерживается сама форма сумки. Мне не нравится вставка сверху переднего кармана из какой-то клеенки, которая, скорее всего, со временем потрескается. Также меня раздражает китайское чувство красоты. Додумались пришить черную молнию в черные сумки белыми нитками. Это, как и их же кроссовки, белая подошва с темным верхом. И меня не устраивает и небольшой размер. Папка с файлами для листов формата А4 вполне вмещается по ширине, но высоты сумки недостаточно, чтобы папка в ней скрылась и можно было бы сумку застегнуть на молнию. Данная сумка вполне послужит в качестве сумки-барсетки, сумки на каждый день для документов и гаджетов. Если сумку носить на плече, то висит она ниже пояса. Максимальной длины ремня достаточно, чтобы носить ее и через плечо. В этом случае сумка висит на уровне пояса, среднего по высоте человека, и пользоваться ею удобно. Все ссылки внизу, оценивайте это видео, подписывайтесь и до встречи на канале.